Привет, друзья! Мальчик купил умирающую овчарку за 500 рублей. Все говорили, что пес не доживет до утра, но через неделю он сделал то, во что не поверил бы никто. На окраине деревни Лукино, у старого заброшенного ангара, 12-летний Саша Егоров увидел пса. Овчарка лежала в грязи, привязанная ржавой цепью, худая, с перебитой лапой и потухшими глазами. Хозяин равнодушно сказал: «Забирай за 500 рублей. Толку от него нет. Не возьмешь? Вывезу в лес. Пусть там доживает». В кармане у Саши были все его сбережения. Он копил их все лето, помогая соседям и деду. Мечтал купить новый телефон. Но, глядя на пса, понял: телефон подождет, а у этого бедняги времени почти не осталось. Дед Петр пытался остановить внука. «Сашка, он еле живой», — говорил дед. Но мальчик тихо ответил: «Значит, надо успеть». Он отдал последние деньги, отвязал овчарку и назвал ее Байкалом. Дома Саша устроил псу теплый угол возле печки, кормил с руки, поил лекарствами, сидел рядом после школы, разговаривал с ним и читал вслух, чтобы тот перестал бояться. Байкал почти не ел, вздрагивал от каждого хлопка, скулил во сне, будто снова видел что-то страшное. Но мальчик не сдавался. Через несколько дней пес впервые слабо ударил хвостом по полу, и для Саши это было настоящей победой. Потом Байкал начал есть, вставать, ходить по двору и всюду следовать за мальчиком. Но вскоре дед заметил странное. При резком звуке пес мгновенно заслонял Сашу собой, а на случайную команду «рядом» встал у левой ноги так четко, словно проходил серьезную подготовку. Правда открылась через месяц. Ранним утром Саша пошел к реке через лес на рыбалку, и из кустов внезапно выскочил огромный дикий кабан. Мальчик застыл, не успев закричать, а зверь уже несся прямо на него. В тот же миг Байкал бросился вперед. Он встал между Сашей и кабаном, отвлек зверя, ушел от удара и снова кинулся на перерез. Раненый, еще недавно почти умирающий пес действовал спокойно и точно, как настоящий защитник. Кабан ударил его, но Байкал поднялся и снова заслонил мальчика. Наконец, зверь отступил и скрылся в лесу, а пес упал на траву. В клинике ветеринар спас Байкала, а потом нашел под кожей чип. Оказалось, его настоящее имя — Барс. Он служил в кинологическом подразделении МЧС и считался погибшим после взрыва несколько лет назад. Герой, которого потеряли и забыли, все это время выживал один. История разлетелась по району. К дому Егоровых приезжали люди, привозили корм и лекарства, благодарили пса, а кинологи МЧС, увидев его, не смогли сдержать слез. Но Байкал остался рядом с Сашей. Прошлое было важным, но дом он уже выбрал. Позже мальчик сказал перед всей школой: «Я думал, что спас его. А оказалось, это он спас меня. Он научил меня видеть героя даже в том, кто ранен, сломан и никому не нужен». После этой истории в Лукино открыли сбор для бездомных животных, соседи стали помогать друг другу. А Саша понял главное. Иногда настоящее чудо лежит в грязи, привязанное ржавой цепью, стоит всего 500 рублей и ждет человека, который не пройдет мимо. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всем добра и хорошего настроения.